Вы думаете, что это Исландия? А это Патагония в Аргентине? Вам кажется, что это бесконечные просторы саванны в Африке? А может быть, это Гавайи? На самом деле это Вайоминг, и сейчас мы расскажем об этом удивительном штате США, а впрочем, не только о нем. Мы уже в аэропорту. Сверяем карты направления. Ждем самолет. Ждем, когда откроются наши врата в это новое путешествие. Наш самолет задерживался, и поэтому мы убивали время в зоне ожидания, разглядывая пассажиров и суету аэропорта. Мы готовы. Скоро взлетаем. Лететь предстояло из Нью-Йорка в Солт-Лейк-Сити, столицу штата Юты. В Солт-Лейк-Сити мы прилетели в 2 часа ночи. Пришлось ловить остатки сна на неудобных креслах в ожидании утра, чтобы арендовать нужную машину. Будущее жилище на 10 дней. Все есть для таких неприхотливых, как мы. И вот мы уже в дороге. Направление поездки – национальный парк Гранд-Титон, что в Вайоминге. Ну и, конечно же, невозможно не остановиться и не полюбоваться красотой природы. Афтон – это первый город в Вайоминге, где мы устроили передышку под самой интересной местной достопримечательности – аркой из рогов лосей и оленей. Это самая большая арка в мире, собранная из более чем 3000 рогов. Простирается она на 4-полосной дорогой и весит 15 тонн. Вторая остановка – Джексон, популярный туристический городок на перекрестке дорог с заповедником и горнолыжным курортом. Мы находимся практически в центре Джексона, и это так называемая последняя остановка в этом штате перед Гранд-Титон. Сфотографировавшись на фоне традиционной арки, мы решили осмотреть этот милый городок. Да и наилучший способ размять ноги после долгого сидения в машине – это пробежаться по его старинным улочкам. Кстати, город был основан в 1829 году и назван в честь Дэвида Джексона, исследователя и первопроходца этих землей, а также охотника и торговца мехом. Он называл эту местность самой любимой на планете. Красивый курортный городочек в предгорье, в предвкушении национальных парков. Обалденно, красивенькие домики, много вкусной еды, много забавных памятников. Городок хоть и маленький, изобилует большим количеством художественных галерей, уютных магазинчиков с изделиями ручной работы из меха, кожи, серебра и камней. Сейчас мы будем обниматься с медведями. В заповедник мы добрались буквально на закате. Там и заночевали, чтобы возле озера Дженни Лейк встретить рассвет.
Проснулись, когда небо, горы и вода еще были серыми и сумеречными, но пение птиц предвещало прекрасное солнечное утро. И вот первые лучи солнца коснулись и словно подожгли вершины. Солнечный пожар стремительно спускался по склонам гор, и все это великолепие отражалось в синем зеркале озера. Дженни Лейк имеет ледниковое происхождение и образовалось оно примерно 12 тысяч лет назад. Озеро расположено на высоте 2067 метров над уровнем моря, а его глубина составляет 129 метров. Здесь, на такой высоте, даже в летнее время достаточно прохладно, особенно ранним утром. Но холод и дикая природа вокруг не пугают туристов, а озеро Дженни является одним из самых популярных мест у фотографов. Кстати, озеро названо в честь женщины племени Шошонов, которая, будучи замужем за англичанином, помогала научным геологическим экспедициям. А это озеро Джексон, самое большое озеро заповедника. Расположено оно на высоте 2065 метров над уровнем моря. Его длина 24 километра, а в глубину озера простирается на 134 метра. Озеро является остатками крупного ледника и названо в честь доктора Уильяма Генри Джексона, одного из первых исследователей этих уникальных мест. Мне кажется, что отражениями озера Джексон можно любоваться бесконечно. Визитор-центр только что открыли в 8 часов. Мы уже встретили рассвет. Прямо под Great and Middle Teton озеро рефлектировало практически в штиле. Это явление, когда озаренность восходящего солнца медленно двигалась на нас. Тесик сейчас занят приготовлением совершенно неимоверного восточного варианта кофе. Это кофе с кардамоном. То есть кофе с кардамоном — это забытая мечта студента, которую... Именно студенты. Вообще в этой машине совершенно неимоверно упаковано все сразу. Тут есть и плита газовая, и даже он поставил чайник. И как бы тут есть все необходимое для того, чтобы себя чувствовать и ни в чем себе не отказывать, вообще в полном комфорте. То есть торжественно, моментно наливают кофе. Ну, в общем, приятного нам аппетита. Дальше наше путешествие пролегало по неимоверно красивой долине, окруженной снежными вершинами. Много-много лет назад здесь селились фермеры. Они строили дома, амбары и занимались выращиванием зерна и других сельскохозяйственных культур. Со временем эти постройки опустели и остались молчаливым памятником той ушедшей эпохи первопроходцам. В 1929 году здесь был основан национальный парк Гранд Титон. Но эта прекрасная долина все еще пребывала в частной собственности. И благодаря Джону Рокфеллеру-младшему земли долины были выкуплены и безвозмездно переданы во владение национального парка. В наши дни эти потемневшие от времени постройки служат изысканным ретро-фоном для сногсшибательных фотографий. Кстати, красоту здешних ландшафтов давно оценил Голливуд. Именно в этих местах снимался фильм «Рокки IV» с Сильвестром Сталлоне, отдельные сцены фильма «Танцы с волками» Кевина Костнера, «Джанго освобожденный» Квентина Тарантино и много вестернов. А еще эта долина – дом для многотысячного семейства бизонов. Здесь они чувствуют себя царями природы.
Ну вот теперь. Теперь можно и двигаться. Ну и как же побывать в Джексон-Холл и не проехаться по его канатной дороге? Купив билеты и просто надев их, как браслеты на руки, мы поспешили к воздушному трамваю. Канатная дорога Джексон-Холл расположена на горном курорте и является культовым символом долины. В зимнее время она доставляет на вершину любителей лыжного спорта. Ну а в теплые месяцы масса туристов поднимается наверх, чтобы с птичьего или орлиного полета полюбоваться чудесными видами города, долины, сосчитать все вершины национального парка Гранд-Титон. Здесь также можно прогуляться пешими тропами, любуясь дикой природой. Да, виды отсюда просто сногсшибательные. Вы только посмотрите. Давай, может, селфи сделаем вместе? Первый трамвай начал работу в июле 1966 года. Для справки, время в пути 9 минут. Длина по вертикали больше километра. Длина кабеля почти 5 миль, что эквивалентно почти 8 километрам. Вместимость 100 человек. Надо сказать, что на вершине все очень хорошо обустроено. Смотровые площадки с обзором 360 градусов, есть где присесть, чтобы отдохнуть. И даже открыто очень хорошее кафе, где можно и поесть, и купить сувениры на память. И вот мы уже спустились с горы в долину, где тепло и зелено. Недалеко увидели загон с лошадьми. Оказывается, здесь можно покататься верхом. Время, проведенное в седле, дает возможность почувствовать себя настоящими ковбоями, а еще представить себя первопроходцами. Вот именно в таких кибитках пионеры покоряли Дикий Запад, шли через перевалы, пустыни и горные хребты. Кульминацией этого дня стала поездка через долину. И вы только посмотрите, столько здесь пасется бизонов, тысячи. Я никогда в своей жизни не видела такого количества бизонов. Завораживающая картина природы. Кстати, к 1901 году в этих местах они были практически истреблены. В том году здесь оставалось только 25 особей, что побудило Конгресс США выделить деньги на закупку их из других регионов, чтобы увеличить поголовье. Их также разводили на ранчо и выпускали на волю. Сейчас поголовье бизонов насчитывает более 4000 животных, и они прекрасно уживаются с местными пронхорн-антилопами. Наше последнее утро в национальном парке Гранд-Титон началось с рассвета на озере Джексон. Да, мы были очарованы красотой этого места в дневное время и решили еще раз прикоснуться к завораживающей магии восходящего солнца, отражений и пробуждения природы. Кстати, заповедник насчитывает 44 озера, и большинство из них образованы ледниками. Самые большие озера находятся у подножия хребта Титон, и поэтому заповедник по праву может называться королем отражений. Это место, где горы видят себя, как в зеркале. Вот мы встречали рассвет на озере в заповеднике Гранд-Титон, а вот мы уже на территории другого национального парка – Йеллоустоун.
Дело в том, что их территории плотно прилегают друг к другу, можно сказать, что плавно перетекают друг друга. Хотя пока по окружающей нас природе, лесу, реке, растениям сложно представить, как эти два заповедника отличаются друг от друга. А они такие отличаются. И скоро мы вам расскажем, каким образом. А пока по дороге к долине гейзеров мы наткнулись на прелестные водопады. Каскадные водопады Кеплера были открыты в 1820 году и названы в честь сына тогдашнего губернатора Вайоминга Кеплера Хойта. В этом уютном месте хорошо ненадолго остановиться, подышать воздухом, напитанным хвоей, и расслабиться под шум падающей воды. И вот мы уже добрались до первого визитор-центра Йеллоустоуна. Мы успели приехать до извержения большого гейзера в Йеллоустоун парк. И сейчас мы будем наблюдать извержение этого чуда природы, которое, в общем-то, мы вдвоем наблюдаем впервые в своей жизни. Итак, ждем начала. Он уже пустил дымок. Так, ну надо сделать селфи. А с Олегом Богдановичем сзади. Чиз! Мы заняли лавочку в первых рядах этого импровизированного театра природы. А публика все прибывала и прибывала. Народ стекался со всех сторон, чтобы успеть увидеть это уникальное явление. Дело в том, что гейзер Old Faithful извергается по примерному графику 20 раз в сутки. Но все-таки пришлось ждать 40 минут. И это того стоило. Это действительно впечатляющее зрелище. Вода гейзера выстреливает на высоту до 55 метров, выбрасывая на поверхность примерно 32 тысячи литров кипящей воды. Поэтому наблюдать за извержением в целях безопасности разрешается на приличном расстоянии и в строго отведенных местах. Вот это да! 我没开始拍。我只是对着他。大家都来得及看。那么还有几个景点，一个吗？景点。我们在这边还有这边一个。Ну что, мы в полном восторге дождались выстрела этого великолепного гейзера. Чуть-чуть я так, чтобы его... Вот остались только остатки пара, он бил где-то метров на 20, может быть чуть больше. Красиво, красиво. Пар, вода, все аплодировали, бежали от восторга. Ну, это стоит увидеть хоть раз в жизни. После фантастического гейзерного шоу мы пошли прогуляться по заповеднику. Йеллоустоун – это не просто заповедник, это самый крупный супервулкан на континенте, с геотермическими источниками, богатой живой природой и живописными ландшафтами. Раскинулся он на территории 3 штатов – Вайоминг, Монтана и Айдахо, и находится на высоте 2400 метров над уровнем моря. На территории парка постоянно фиксируется наивысшая вулканическая активность, а количество гейзеров и термальных источников здесь больше, чем где-либо на Земле. Передвигаться здесь можно только по специально проложенным мостикам. И все потому, что с виду крепкая поверхность грунта на самом деле тонкая и хрупкая, а под этим тонким слоем либо кипящая вода, либо кипящая химическая смесь. Именно поэтому
Вся территория парка просто нашпигована предупреждениями об опасности. И это не зря, в заповеднике уже происходили несчастные случаи из-за небрежности посетителей и желания сделать сногсшибательные селфи. В Йеллоустоуне находится более 3000 гейзеров, это примерно 2/3 всех существующих на нашей планете. Кстати, такую живописную неземную палитру цветов в водоемах создают бактерии, приспособившиеся к жизни в горячих источниках, напитанных минералами земной коры. Термальных источников здесь насчитывается более 10 тысяч, включая сероводородные и бурлящие грязевые вулканы, которые создают некоторые виды микроорганизмов. Они превращают подземные газы в серную кислоту, которая разъедает камни, делая из них глину, плюс подогрев снизу. Поэтому, если посмотреть сверху, то практически вся поверхность Йеллоустоуна покрыта паром. Здесь постоянно что-то бурлит, булькает, пыхтит и извергается. А здесь мы стали свидетелями внезапного извержения спящего гейзера. И хоть пришлось наблюдать это явление с безопасного расстояния, феерическое зрелище доставило огромнейшее наслаждение как нам, так и окружающим. Просторы Йеллоустоуна просто гигантские. Заповедник занимает площадь более 900 тысяч гектаров, поэтому, чтобы добраться с северной части парка, например, в южную, легче сократить дорогу, передвигаясь на машине. И вот это самое большое в мире. Ну, а потом можно и попешочить. Так мы и поступили, переехали на машине с верхнего бассейна гейзеров к среднему, где количество источников значительно меньше, но здесь они просто неимоверно гигантского размера. Знаменитый писатель Киплинг, автор Маугли и книги джунглей, посетил Йеллоустоун в далеком 1889 году, и именно это место в заповеднике он увековечил хлестким прозвищем «Пол-акра ада». Ну что ж, давайте пройдемся и посмотрим, что же так сильно впечатлило здесь писателя и уже много десятков лет притягивает туристов со всего земного шара. Ну, во-первых, это большой призматический источник, огромное озеро диаметром 113 метров, это больше, чем размер стадиона, и глубиной почти 37 метров. На самом деле этот красочный водоем является спящим супервулканом, который извергается примерно один раз в 800 тысяч лет. Последнее его извержение произошло 70 тысяч лет назад, так что можно пока не волноваться. Его яркие цветные полосы оранжевого, желтого и зеленого цвета обусловлены особенными термофильными микроорганизмами, населяющими эту кипящую среду. По соседству с Гранд Призматик раскинулся не менее грандиозный спящий гейзер Эксельсиор. До начала 19 века он регулярно выстреливал кипящие струи воды на высоту до 100 метров. Последнее такое извержение зафиксировано в 1985 году. Сейчас Эксельсиор более-менее успокоился, но его поверхность все равно напоминает кипящую кастрюлю. Ежедневно он сбрасывает 4500 галлонов горячей воды, а это на минуточку 17 тысяч литров в реку Фейерхолл. Эта река окружена геотермальными источниками, поэтому температура воды здесь немного повышена. А еще воды реки Фейерхолл содержат растворенные химические вещества и минералы. Но несмотря на все это, здесь живут и нерестятся многие виды рыб, в частности радужная форель. Ну и туристы не упускают возможности окунуться в целительные воды реки Фейерхолл. Я тоже примкнула к этим смельчакам. Запомните эту ногу. Это нога, моченная в водах Йеллоустоунского парка. Исцеляющая, бодрящая, прохладная, напитанная всякими минералами.
Да здравствует Йеллоустоун! Свое название река получила из-за пара, который создает впечатление, как будто она горит. Firehole – это горящая дыра. Йеллоустоун – это самый первый национальный парк США. Он был основан в 1872 году. Заповедник также включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Таких мест, как Йеллоустоун, всего 4 на Земле. Это Исландия, Новая Зеландия и Камчатка. Именно в этих 4 местах находятся знаменитые гейзерные поля. Но самое большое количество гейзеров, грязевых вулканов и термальных источников сконцентрировано в заповеднике Йеллоустоун. Ну давай, прызни побольше. Это другая планета совершенно. Я не знаю, Венера, Марс. Нет, это не Марс. Это Юпитер какой-то. Юпитер, который находится в Йеллоустоуне. Юпитер. Мы получили такую информацию и научную, и визуальную, что просто очень сложно сейчас все переварить. Впечатление просто сносит крышу. Сейчас мы двигаемся дальше. Да. Поехали. Заходим. Уже почти в конце дня нашей пешей прогулки по заповеднику мы добрались до Steamboat гейзера, самого большого действующего гейзера в мире. Но, увы, его извержения непредсказуемы. Но если этот гейзер извергается, то высота выброса воды достигает 90 метров и даже выше. В тот раз мы смогли увидеть лишь клубы пара и небольшие всплески воды, но природа компенсировала нам утраченное зрелище еще более ярким и прекрасным – радугой, которая раскинулась на полнеба. Радуга! Радуга! Рейнбоу! Рейнбоу! Вау! Давай, смотри сюда. Смайл. Словосочетания «фарфоровая кожа» и «фарфоровые куклы» давно уже укоренились в нашем языке. А вот бывают ли фарфоровые гейзеры? К удивлению, да. И это необычное место тоже расположено в Йеллоустоунском заповеднике. Фарфоровой, или как ее еще называют порцеляновой долиной гейзеров, можно любоваться со смотровой площадки, а лучше пройтись по дощатым мостикам, окунувшись в атмосферу сюрреалистического пейзажа. И здесь мы снова видим яркую палитру водных потоков. Оранжевые цвета обусловлены минералами, содержащими мышьяк и железо. Ну а изумрудно-зеленые ручьи населяют термофилы – бактерии, которые живут и размножаются при высоких температурах – 120 градусов по Цельсию – их привычная среда жизни. Свое название эта долина получила из-за молочного цвета минерала – гейзерита. Именно благодаря ему местность кажется словно покрытой тонким слоем фарфора. Вынесенный на поверхность горячей водой, этот минерал тонкой коркой покрывает окрестные холмы. Образуется он, когда дождевая вода и летающий снег проникают через трещины в скалах. Когда вода достигает горячих пород, то, нагревшись, снова начинает подниматься на поверхность, проходя через пласты вулканической породы и лавы, богатых кремнеземом. Горячая вода растворяет кремнезем и переносит его на поверхность. Отложение гейзерита обычно накапливается медленно – 2,5 см за столетие. Но несмотря на такой медленный процесс, ландшафт фарфоровой долины постоянно меняется. Ну а на закате эта местность смотрится как кадры фантастического кино. Обычная утренняя рутина в путешествии. Чашечка кофе с чем-то вкусненьким, покупка сувениров и перекусов на более позднее время.
И, конечно же, печать, наш паспорт путешественников, где навсегда останется дата посещения национального заповедника. А потом снова в дорогу. Мы ведь еще не все посмотрели в Йеллоустоуне. Сегодня мы направились к Кловер Фоллс, нижним водопадам, одним из самых популярных мест Йеллоустоуна и самых фотографируемых. Мы подъехали к водопадам, которые находятся на Северном Риме, и мы сейчас будем спускаться вот к нижним водопадам. Светочка последняя делает приготовление. Собственно, мы уже как бы выходим. Аппер и Ловер, верхние и нижние водопады, это еще одна изюминка Йеллоустоуна. Пройти к ним по тропе с множеством поворотов и спусков является обязательным для любого туриста, поскольку в конце трейла откроется величественная картина падающей воды и красочного каньона, который давно имеет прозвище Гранд Каньон Йеллоустоуна. Тропа всегда манит и радует. Красота совершенно неописуемая. Очень много уже идут навстречу, значит, мы очень долго трапезничали. Эти тропы много столетий назад протоптали местные племена индейцев. Они-то и рассказали о водопадах первым европейским поселенцам и исследователям. Это произошло в начале XVIII века. А самые ранние фотографии здешних красот были сделаны Уильямом Генри Джексоном, американским художником, а также геологом, исследователем, который больше всего прославился своими фотографиями йеллоустоунских ландшафтов и индейских племен. Я в воодушевлении и готова идти вперед, и даже не боюсь идти назад вверх. Потому что, у нас богатый опыт покорения Гранд Кэньона, так что, такие 20 минут это не страшно. Так что, Какие наши вообще еще и годы вообще. какие наши годы, так что со мной, товарищ. Все ближе и ближе шум воды. Вот и показалась река Йеллоустоун, которая, петляя и изгибаясь, в этом месте падает с высоты. Это и есть Аппер Фоллс, верхние водопады, наша первая остановка. И вот она уходит вниз. Для туристов здесь сооружена двухуровневая смотровая площадка. Я очень боюсь, но попробую показать. И несмотря на ограждение, все равно страшновато наблюдать за бурлящим потоком, падающим с головокружительной высоты. Но виды с этой скалы захватывают дух. Это зрелище невозможно описать словами. Ученые полагают, что Большой каньон Йеллоустоуна появился примерно 160 тысяч лет назад на месте мощного извержения вулкана. Из потока лавы со временем образовался риолит, порода вулканического происхождения, которая придала местным скалам необычный колорит и такое разноцветие оттенков. Ты видишь эту красоту, но в то же время понимаешь, какой мощью и силой обладает эта вода. Идем вверх. Ну а теперь мы держим путь к нижним водопадам. А можно ли угнаться? Нельзя. Первое правило – восстановить дыхание, как учили нас на легкой атлетике. Набрать воздух и резко выдохнуть. Видите, я уже почти в норме. Сердце колотится, но можно идти снова вперед. Вперед! На видео и на фотографии те самые знаменитые нижние водопады.
Фотография, кстати, сделана в 1871 году во время экспедиции фотографом Уильямом Генри Джексоном. Благодаря этим фотографиям, а также картинам художника Томаса Морана, изобразившим Ловер Фоллс, удалось убедить Конгресс США объявить Йеллоустоун национальным парком. Да, мы пришли в очень большом восторге. Сейчас поедем смотреть самый высокий, называется Tower Fall, это как башня, Tower неприступная. Ну вот мы приехали. И снова пешеходные трейлы. Ну а как иначе? Чтобы увидеть красоту природы и прикоснуться к ней, нужно потрудиться. Поэтому снова тропа, извилистая и крутая, которая в этот день. Но разве имеет значение их количество, если ты в отпуске и волен поступать так, как хочется? Теперь наша цель – увидеть Tower Fall, что в переводе означает «водопад-башня». Как оказалось, он получил свое название не из-за своей огромной высоты, его высота всего 40 метров, а в честь скал, похожих на башни, окружающих вершину водопада. Говорят, что ночью эти скалы напоминают разрушенный замок. Сейчас нас ждет спуск еще дальше вниз по таким символическим ступенькам. Честно говоря, Tower Fall меня особо не впечатлил. Наверное, потому что он виднелся издалека, и основную его часть закрывала плотная стена деревьев. Хотя башни, в честь которых назвали водопад, видны очень хорошо. Дальше тропа повела нас к реке, куда вливаются все водопады Йеллоустоуна. После утреннего похода к нижним и верхним водопадам идти было тяжеловато. Солнце поднялось в зенит и палило нещадно. Жаркий воздух пробивался через толщу листвы и хвои. Но мы мужественно дошли к реке. Там уже видна река. Она называется Yellowstone River. Туда впадают эти большие водопады. Какая же красотища. А там внизу идут люди. И нам еще на тот уровень нужно спуститься. У меня закончились батарейки, нужно менять, но мы продолжаем. Собственно, мы стоим на извиве вот этой реки, той самой реки Йеллоустоун. И внутри этой реки, то там, то сям, прямо по дну извергаются гейзеры. Какая красота. Идем дальше? Да, конечно. Возвращаемся к машине. Да. Уже тяжело, но ничего, мы сможем подняться. Дорога в гору. Тяжело. Как ты, солнце? Ничего, в полном восторге. Воды тебе дать? Да. Этим маршрутом мы и завершили свое феерическое путешествие по Йеллоустоуну. Вот уже видна парковка. И мы благополучно вернулись из нашего мини-путешествия. Но здесь есть даже магазинчики, где люди уже успели купить мороженое. После такой жары и после такого хайкинга я просто нуждаюсь в большой, толстой порции мороженого. После такого прохода мы наслаждаемся мороженым. Тушите свет.
Самые запоминающиеся моменты путешествия – это встречи с дикой природой, когда животные в своей стихии не замечают нас, людей. Подглядывая за ними в окуляр камеры, можно забыть обо всем на несколько часов. На 5-й день поездки бизоны, мирно жующие траву у дороги, нас уже не удивляли. Машины притормаживали и медленно проезжали эту гору мышц и меха. В здешних местах рекомендуется держаться подальше и не провоцировать этих животных. С виду спокойный и неповоротливый, если его разозлить, бизон обладает огромной силой и приличной скоростью. К тому же средний бизон весит от 700 килограмм, так что во избежание несчастного случая лучше разглядывать их издалека. А это милые пронхорны, или по-русски велорогие антилопы, древнейшее копытное животное Северной Америки. Пронхорны – это единственные современные представители велорогих, которые дошли к нам с ледникового периода. А еще это самые быстрые наземные млекопитающие на американском континенте. Скорость их бега достигает 88 км в час. Мы долго любовались стадом велорогих антилоп, живущих своей жизнью на этих живописных холмах. Но, как ни жаль расставаться, время ехать дальше. Это Альберта, Канада. Только что пересекли границу, и практически сразу вот такой совершенно чудный вид. Мы были бы не мы, если бы не попытались расширить свои планы и маршруты. Вот так спонтанно мы оказались в провинции Альберта, на канадской стороне. Дело в том, что жителям США не нужна виза в Канаду. Так что, если вы оказались на границе и в кармане у вас паспорт гражданина США, можете смело пускаться в дорогу. Никаких препятствий. Вот так и получилось у нас. Проехав Юту, Вайоминг, полюбовавшись немного Монтаной, мы забрались дальше на север, в Альберту, и оказались в Уотертон-Лейкс национальном заповеднике. Интересно, что заповедник Глэшер штата Монтаны плавно перетекает в Уотертон-парк провинции Альберта, Канады. В 1932 году эти два парка объединились и стали первым международным заповедником мира. А в 1992 году парк мира был объявлен объектом всемирного наследия. А мы начинаем свою прогулку по этому самому какому-то тихому, праздничному, совершенно незаметному, может быть, постороннему взгляду Уотертауну. А почему праздничному? А потому что сегодня 4 июля, День независимости США, и моя красная футболка в честь этого праздника. Горная деревушка Уотертон примостилась на берегу озера Аппер Уотертон. Этот городок существует исключительно для туристов, приезжающих поглазеть на красоту провинции Альберта, ее национальных заповедников. Мы, конечно же, прогулялись по чистеньким улицам с множеством сувенирных магазинов и ресторанчиков. Наверное, мы можем предположить, что так живут все высокогорные деревушки. Такая совершенно замечательная, спокойная, ненавязчивая никому. Тузик совершенно совпал со знаком «Стоп». Самое интересное, что население этого мини-городка колеблется в пределах 105-132 человек. И эти люди превратили Уотертон в настоящий оазис отдыха. А посетителей здесь бывает немало, примерно 40 тысяч в сезон.
Прогуливаясь по берегу озера, мы заметили здание с необычной, но очень красивой архитектурой. Оказалось, что это старинный отель, построенный еще в 20-х годах прошлого века. Здание было спроектировано в стиле рустик с вкраплением архитектурных элементов швейцарского шале. Само семиэтажное сооружение практически полностью построено из дерева. Издалека кажется, что этот теремок просто парит над озером. Ну что, солнце, как тебе понравился Вотертон? Очень понравился, красивый нежный городочек такой европейский. А сейчас снова в путь смотреть горы и озера. В 20 минутах от Вотертона раскинулось озеро Кэмерон, любимое место туристов и местных жителей. Прямо с берега нам открылась величественная картина вершин, покрытых снегом, а самая высокая из них – гора Кастер, которая находится в буквальном смысле слова за границей, в национальном парке Глэшер, штата Монтана. Да и само озеро тоже простирается далеко за пределы Альберты. Кончается оно на американской стороне, так что любители каякинга могут легко проплыть границу между странами, туда и обратно. Воды озера спокойные и прозрачные, поэтому здесь много желающих покататься на лодке. Взяв лодку в прокат и отплыв от берега подальше, можно еще в большей мере насладиться захватывающими видами окружающих гор. Когда мы уже возвращались обратно к городку Вотертон, на лесной дороге нас ждал сюрприз. За многие годы путешествий мы давно убедились, если в заповеднике машина притормаживает и останавливается у дороги, жди появления дикого зверя. А поскольку заповедник Вотертон – это местность проживания медведей-гризли, то, скорее всего, из-за деревьев скоро покажется Топтыгин. А мне так давно хотелось увидеть медведя в дикой природе. Так и оказалось в этот раз. Прямо у дороги, практически рядом с нашей машиной, молодой медведь устроил себе перекус из сочной зелени и цветов. Гризли всегда ищут что-нибудь поесть. Средний медведь должен съедать примерно 30 тысяч калорий в день. Лето ведь короткое, нужно накопить жир для зимней спячки. Обычный рацион Топтыгина состоит из кореньев, трав, ягод, насекомых. Наш медведь, кстати, объедал какие-то молодые побеги, цветы, рыл лапой землю в поисках вкусных насекомых или небольших животных типа сусликов. Наблюдать вот так из окна машины дикое животное страшно и одновременно восхитительно. Кстати, медведи не так безобидны, как кажется, а чаще чрезвычайно опасны. Поэтому в любом заповеднике висят подробные инструкции, как себя вести, когда встретишься с косолапым лицом к лицу. Самое главное – держать дистанцию, не меньше 100 метров. Мы, конечно же, рисковали находиться так близко к дикому, непредсказуемому животному.
На счастье, мы сидели в машине, да и медведь, видимо, был еще молодым и незлобным. Но все равно, в какой-то момент я закрыла окно машины. Гризли был практически на расстоянии моей руки, и погладить его точно не хотелось. Было немного страшно. Не успели мы немного отъехать, как появился еще один гризли, идущий по дороге навстречу. Вот это везение! 2 медведя за один вечер! Что же это за местность такая притягательная? О май гуднес! Снимай ты видео! Идет Топтыгин, идет! Идет, давай, давай. Второй за день. Да, в тот вечер нам несказанно повезло увидеть и даже заснять вечернюю прогулку медведей и их непритязательный ужин. Мечты сбываются. Мы только что видели медведя! Утро в Альберте совсем не похоже на июльское, холодное и даже слегка морозное. И как же нам не хотелось выползать из теплой машины. Но надо было положить в копилку впечатлений еще один рассвет на этом чудесном озере под названием Upper Lake, недалеко от того самого исторического отеля, о котором я рассказывала раньше. А еще хотелось в тишине раннего утра снова увидеть, как первые лучи солнца касаются вершин, окрашивая их склоны в красноватые оттенки, увидеть, как окружающая природа меняет настроение и цвет от уныло-серого до ярко-солнечно-зелено-синего. Встретив здесь рассвет, мы таким образом попрощались с Альбертой. Время двигаться назад, на американскую землю. У нас оставалось всего пара дней отпуска, и, конечно же, в списке значились еще парочка замечательных мест. И вот мы уже на американской стороне, в штате Монтана. Едем по дороге Going to Sun, что означает «идущая к солнцу». Заехали в Глэшер, наконец-то, после Альберты. И, конечно же, очень впечатление различается. Здесь впечатление мощно, такая величественность, горы и какая-то торжественность. Там тоже очень красиво, но как-то, может, мелковато, здесь роскошнее, что ли. И да, действительно, появилось ощущение, что горы как будто подросли, покрывшись снежными шапками, а изумрудный цвет воды местных озер и рек хотелось просто впитывать глазами.
Going to Sun или просто Sun Road протянулась на 50 миль вдоль всего заповедника Глейшер и является единственной дорогой, которая пересекает континентальный водораздел через перевал Логана на высоте 2026 метров. Это самая высокая точка в дороге. Проехав вдоль дороги, идущей к Солнцу, или как еще ее называют дорога ледникового маршрута, с удобно размещенных площадок можно полюбоваться на многие ледники, водопады и снежные вершины. В заповеднике насчитывается самое большое количество ледников, но, к сожалению, ввиду изменения климата, с каждым годом их количество уменьшается. В 1850 году на территории парка было 150 ледников, в наши дни осталось всего 25. Даже летом, как вы видите, здесь лежит снег, а в зимние месяцы в некоторых местах на перевалах высота сугробов достигает до 24 метров. Это одна из самых сложных для уборки снега дорог. На его очистку порой уходит до 10 недель. Поэтому Going to Sun открыто всего несколько месяцев в году, примерно с июня, иногда июля, по октябрь. В тот раз нам несказанно повезло проехать по ней, да еще в такую прекрасную погоду. Но все-таки двигаться по этой магистрали – то еще испытание. С одной стороны пропасть, с другой – нависающие скалы, изобилующие водопадами, стекающими на проезжую часть. Приходится быть чрезвычайно внимательным за рулем и успевать наслаждаться красотой природы. До начала 20 века лишь небольшая горстка смельчаков-первопроходцев могла увидеть эти захватывающие пейзажи. Идея построить дорогу через заповедник Глейшер появилась в 1917 году. Это был первый проект службы национальных парков, предназначенный специально для туристов на автомобилях. Джордж Гудвик, главный инженер службы парков, воплотил идею в настоящий проект, и в 1921 году началось строительство горной автотрассы. Работа была трудной и подчас опасной. Некоторые ее участки буквально высечены в крутых склонах. Там, где невозможно было построить дорогу, в скалах пробили несколько туннелей. Going to Sun до сих пор считается шедевром инженерного искусства. Ее проектировщики и строители извлекли очень много ценных уроков, которые впоследствии были применены в строительстве других похожих живописных дорог. Солнечная дорога была впервые открыта для туристов в 1933 году и по сей день является одной из самых живописных дорог США. Но если у вас нет автомобиля или неохота сидеть за рулем на такой сложной горной автотрассе, не огорчайтесь. Заповедник предоставляет бесплатные шаттлы, которые доставят вас в любую точку дороги, откуда можно отправиться в пеший поход. Сам по себе заповедник огромен, его площадь составляет более 4000 квадратных километров. На его территории находятся десятки крупных озер и около 700 мелких. Также здесь сосредоточено примерно 200 водопадов. Но самая главная достопримечательность, конечно же, это ледники. Поэтому национальный заповедник так и назвали – ледник. Глейшер в переводе означает «ледник». Ученые предсказывают, что при нынешних ускоренных темпах таяния некоторые ледники заповедника Глейшер могут исчезнуть уже к 2030 году. Общая ледниковая масса парка уже сократилась до 80%, начиная с 1956 года. И, собственно, у вас еще есть достаточно времени, чтобы увидеть все своими глазами. Тем более, что Глейшер – это один из самых старых заповедников США. Он был основан в 1910 году. А еще Глейшер называют короной континента. Красота местных пейзажей и солнечной дороги, конечно же, привлекает Голливуд. В фильме Стэнли Кубрика «Сияние» в заглавных титрах можно увидеть эти величественные пейзажи с высоты птичьего полета. Мелькает эта местность и в эпическом фильме Роберта Земекиса «Форест Гамп».
Визитной карточкой дороги, идущей к Солнцу, являются винтажные красные автобусы. Я думаю, вы успели их приметить в предыдущих кадрах. Это тоже один из сервисов заповедника, но уже платный. Red Jammers или красные глушилки колесят по этим склонам с 1936 года. Эти автобусы стали первыми разрешенными автотранспортными средствами заповедника, а их красный цвет обусловлен спелыми ягодами рябины, растущими в этих краях. Мы проехали всю дорогу, идущую к Солнцу, получив неимоверное эстетическое наслаждение и первое прикосновение к национальному парку Глэшер. Но время неумолимо, отпуск стремительно подбегал к концу. Нужно было спешить вернуться в Солт-Лейк-Сити, откуда нам предстоял полет домой, в Нью-Йорк. Но ничего, в запасе оставалось еще парочка дней. По дороге к Солт-Лейк-Сити мы остановились в небольшом городке Монтаны со странным названием Анаконда и еще раз убедились, что даже самое маленькое место на планете обладает своей уникальной историей. Вот эта высокая кирпичная труба ныне несуществующего медиплавильного завода предназначалась для отвода газов и дыма из многочисленных плавильных печей. Удивительно, но это захолустье в прошлом было центром выплавки меди и производства фосфатов. И этот огромный ковш и кирпичная труба, которая является самой высокой в мире кирпичной трубой, стали молчаливыми памятниками индустриального прошлого. Предприятие было закрыто в 1980 году, но и по сей день не рекомендуется прогуливаться на его территории. Земли здесь до сих пор насыщены тяжелыми металлами, и кто его знает, когда будут проведены работы по очистке грунта. Закат. Юта. Остров Антилопы. Мы практически в часе езды от Солт-Лейк-Сити. Остановились для ночевки и отдыха, и что может быть прекраснее, чем встретить закат на берегу озера среди дикой природы. И сразу же мы наткнулись на стадо велорогих антилоп. Кстати, остров был назван в их честь двумя путешественниками и исследователями – Джоном Фримонтом и Китом Карсоном в 1845 году. Как оказалось, пронхорны являются эндемическими животными, они водятся только в Северной Америке. Так сказать, они пережиток тех времен, когда в этих краях бродили мастодонты и другие представители фауны ледникового периода. Как я говорила раньше, вот такие мгновения, когда дикие животные рядом, не замечая нас, живут своей жизнью, являются одним из самых сильных впечатлений и переживаемых эмоций. Остров Антилопы самый крупный из 10 островов, расположенных в Большом соленом озере. Его площадь составляет 109 километров, и вся его территория является заповедником. Здесь обитают популяции велорогов или пронхорнов по-английски, снежных баранов, американских бизонов, койотов, оленей, а особенно здесь много водоплавающих птиц. Мы долго сидели на берегу соленого озера, прощаясь с солнцем и наслаждаясь яркими красками уходящего дня. Согласитесь, сколько ни встречай закат или восход, никогда это зрелище не надоест. Каждый раз это неописуемая и незабываемая красота.
Наше следующее утро началось с внезапных встреч. Сначала мы спугнули зайца. Затем поздоровались с сорокой. Пожелали приятного аппетита белорогой антилопе и чуть сами не стали завтраком огромного паука, коих здесь на острове чрезвычайно много. А на озере тем временем происходил настоящий птичий базар. Его луга и берега служат местом для обитания фазанов, калифорнийских перепелов, сипух, рогатых сов, орланов и многих других видов птиц. Остров Антилопы еще и служит перевалочным пунктом сезонных миграций птиц. В заповеднике острова можно отдыхать круглый год. Каждый выбирает себе занятие. Можно наблюдать птиц, можно валяться на пляже, ну а можно покататься на лодке. Единственный минус – запах сероводорода возле воды, обусловленный побочным продуктом бактерий, разлагающих органические вещества в гиперсоленых водах озера. Ну а еще можно посетить старинное ранчо XVIII века, которое является музеем под открытым небом. И мы, естественно, приехали туда, чтобы своими глазами увидеть быт и жизненный уклад первопроходцев Дикого Запада. Это раньше было построено и принадлежало общине мормонов, ее церкви. Первым поселенцем в этих местах стал вдовец Филдинг Гар с 9 детьми. Его-то и послала сюда церковь заниматься хозяйством, разводить овец и крупный рогатый скот, чтобы обеспечить средствами иммигрантов из Европы, новообращенных в мормонскую веру. На ранчо в те времена содержалось стадо до 10 тысяч голов. Это была одна из самых крупных овцеводческих ферм США. Ну и конечно, как это быть на ранчо и не попробовать посидеть в седле? Оп. Все здания здесь сооружены в 1848 году и являются старейшим ранчо, построенным мормонами. При том постройках сохранился тот изначальный фундамент, а множество инструментов, механизмов и приспособлений говорит о том, что работа здесь кипела нешуточная. А это кибитка, дом на колесах. В них жили и путешествовали первопроходцы, когда их караваны покоряли сотни миль дорог, пустынь и горных перевалов. Посмотрите, как все толково устроено. Удивительно, что в те времена уже существовали такие продвинутые плиты. А вот и прародитель современного тостера. На ранчо кто-то успевал слушать музыку и даже заниматься шитьем. Мы оставили запись в гостевой книге музея и попрощались с этим уникальным местом, хранящим память времен. Ну что, поехали дальше? Буквально через 20 минут после отъезда из острова Антилопы мы оказались рядом с музеем военной авиации. И экспонаты, стоящие под открытым небом, нас так впечатлили, что было принято обоюдное решение заглянуть в его ангары. Аэрокосмический музей Хилла находится на территории военной базы ВВС штата Юта. И здесь собрано более 70 самолетов. С самых ранних, когда братья Райт еще только начинали бороздить небо
до уцелевших во Вторую мировую войну, ну и, конечно же, экспонаты времен Холодной войны и новейшие современные летательные аппараты. Музей был основан в 1981 году и является частью программы наследия ВВС США. В его просторных ангарах сосредоточена история развития авиации и самолетостроения США. Чего здесь только нет. Истребители, бомбардировщики, сверхзвуковые самолеты, баллистические ракеты, летные скафандры, обмундирование, спасательные вертолеты и много-много других исторических артефактов. То есть садиться в кресло-катапульту. Срабатывать мы не будем, открывать рот нельзя, потому что разорвет. Одним словом, будете в тех краях, рядом с Солт-Лейк-Сити, загляните в этот музей, не пожалеете. Мы приехали уже в наш конечный пункт Солт-Лейк-Сити и припарковались практически в нескольких блоках от центра до всех замечательных, значительных и известных исторических мест. Солт-Лейк-Сити – это столица штата Юты и его самый большой город. А еще это главный город мормонов. Здесь расположена штаб-квартира Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Город основали первые мормонские пионеры во главе с Бригамом Янгом в 1847 году. И в наши дни 50% населения Солт-Лейк-Сити до сих пор являются мормонами. Поэтому самое очевидно, что все главные достопримечательности, сосредоточенные на Храмовой площади, носят религиозный характер мормонской веры. Все эти здания в XVIII веке строились из мрамора в готическом стиле, что, естественно, усиливало впечатление и придавало им особую визуальную притягательность. Наша экскурсия началась возле зала собраний. Затем мы попали в мормонскую скинию. Долгие годы она предназначалась для конференций и выступлений деятелей церкви. Скиния была построена в 1867 году и вмещала около 7000 человек. Это здание имеет уникальную акустику благодаря своей овальной форме. Без микрофонов и усилителей здесь слышен каждый шорох и тихий шепот. Особое место здесь занимает орган. Его много раз модифицировали, и в нынешнем виде он содержит 11 623 трубы, 147 речевых пауз и 206 рядов труб. Фундамент скинии выполнен из песчаника, а ее купол поддерживает 44 колонны. Крыша скинии была построена практически без гвоздей. Балки перекрытия были связаны сыромятными ремнями и деревянными колышками. В те далекие времена мормонская скиния была самым большим актовым залом в США. Но самой главной достопримечательностью здесь является храм Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На его строительство ушло 40 лет, и открыт он был в 1893 году. Это самый большой храм данной конфессии, и он считается священным, поэтому в храме не разрешены публичные экскурсии. В тот раз мы увидели лишь фасад здания, но, к счастью, в визитор-центре стоит макет церкви, где можно подробно рассмотреть внутреннее убранство. А это колокол Наву, или как еще его называют, колокол Хаммера.
Он был отлит в штате Иллинойс и привезен сюда первыми поселенцами, для того, чтобы ударом колокола обозначать начало и конец дня. В последние годы Солт-Лейк-Сити строят не только церкви, но и торговые моллы. Мы прогулялись в Сити-Крик-центре, расположенном буквально рядом с Темпл-сквер, полюбовались его фонтанами, площадками для брызг и водопадами. Летом во время жары отсюда неохота уходить. Завершали мы свою прогулку по Солт-Лейк-Сити в конференц-центре, главном зале собраний мормонов. Построенный в 2000 году, центр вмещает 21 тысячу мест. Зрительный зал настолько велик, что в его пространстве запросто может разместиться Боинг 747. Стены конференц-зала изобилуют картинами с религиозными сюжетами, а также портретами всех прошлых и настоящих президентов и лидеров церкви. Мы окинули прощальным взором город Солт-Лейк-Сити с площадки обозрения конференц-центра. И, подытожив впечатления, накопленные за 10 дней поездки, еще раз пришли к выводу, что путешествия дарят радость. А ведь радость – это и есть цель жизни.